Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог. И сегодня мы с вами будем опять обсуждать самые лучшие новости этой недели. И у меня сразу к вам есть маленькая просьба. Если выпуски вам, в принципе, заходят и подача интересная, и я говорю не всякую ерунду, а что-то все-таки вас цепляет и есть в этом здравое зерно, то, пожалуйста, поделитесь этим видосом в своих гильдиях, чатах, группах, потому что алгоритмы Ютуба, конечно, их подсказывают, но все же это не просто Watchers of Realms и прохождение какого-нибудь рейда, а новости. А это особо не ищут, поэтому просмотров мало, и я периодически думаю о том, что это все-таки вам не нужно. Поэтому пишите в комментах, стоит вообще это делать или нет. Потому что если верить просмотрам по сравнению с другими видосами, это вам нафиг не уперлось. Ну, а мы начинать. И первая новость, это, конечно же, 10 октября на Global сервере завозят войны гильдий. По войнам гильдий завтра будет видосик, потом для будущих поколений ссылочку перехода я оставлю. Но в любом случае, там я распишу все более подробно, что, как, куда, зачем, почему и да. Там будет пару удивительных возгласов, даже с моей стороны. Мое мнение по войнам гильдий, они все-таки еще сыроваты, они недоработаны. Награды, ну, такие себе, потому что и как бы и боев там мало, и активностей там мало, и делать, по сути, вам ничего не нужно. Но, опять-таки, об этом будет в завтрашнем видосе более конкретно. Ну и следующая новость, это автоматическая быстрая точка вещей. То есть теперь двумя нажатиями мы можем заапать шмотку до нужного уровня. И нам в итоге напишут, сколько голды было потрачено. И вот это вот все. Пол мульта на заточку такой вот кривой шмотки. Точка, как всегда, желает оставлять лучшего, но мы уже привыкли, поэтому даже не паримся на эту тему. Ну и сразу следующая новость, прям сходу тоже касается и вещей. Также не продавайте пока что вещи до 10 числа, так же как и артефакты. Потому что с 10 числа стоимость продажи будет увеличена на 30%, что очень даже неплохо. Ну, а мы продолжаем. Ну и следующая наша интересная новость, которая касается Валькиры. Внезапно этот перс может атаковать воздушные цели. Но опять-таки она их может атаковать не просто базовой атакой, а именно ультой. Причем в ульте это не написано, в базовой атаке это не написано, и по сути ульта нам ничего не меняет. То есть она дает плюс уроны, там плюс скорости, если есть щиты, еще больше урона, но нигде не указано то, что этот перс может стучать по воздушным целям. И да, с базы она по ним не бьет. Сейчас пойдут крипы вперед, и вы сами увидите, что они начинают лететь, она им не наносит никакого урона. Но как только мы активируем ульту, она сразу лупит по воздушным целям. И все бы хорошо, на самом деле. Ну, достаточно неплохо. Пехотинец, который имеет неплохую дальность, может лупить по воздуху. И ее можно было бы юзать на третьем рейде, но вся проблема, что с момента начала 3.19 у крипов повышенное сопротивление именно к магии, если брать по соотношению к защите. И, возможно, это какая-то фича или баг игры, но как факт, Валька может бить по воздуху. Но мы продолжаем. И да, конечно, ну, я понимаю, что вам это не интересно, но можете перемотать сразу, потому что небольшой блок рекламы, потому что стример тоже хочет кушать. Если вы оформите дебетовую карту Тинькофф All Games, то вы сможете получить кэшбэк до 30%, бонусы за любые покупки, ваш никнейм на карте и обслуживание от 0 рублей в год. А если вы ее оформите до 10 декабря, то у вас есть шанс получить 30 тысяч бонусов, которые вы можете потратить на себя любимого. Ну а если у вас уже есть эта карта, то вы можете оформить Тинькофф Юниор для своих детей, потому что это вам позволит контролировать траты ребенка в приложении, поможет ребенку копить со счетом копилкой с доходом до 5% годовых, кэшбэк до 30% за интернет-покупки, конечно же, бесплатное обслуживание и оповещение, бесплатное пополнение карты ребенка, также детское мобильное приложение и круглосуточная поддержка. Если вам это было интересно, переходите по ссылочке в описании. Ну а мы продолжаем. Салазару добавят пассивку, потому что у него появится подруга, кинеза посохцы, и пассивка будет давать при срабатывании увеличение хпшек на 20% на 5 секунд. На самом деле, зачем это, ну, я слабо представляю, и кинеза по тестам тех, кто ее выбил, тоже такой достаточно посредственный перс.
Плюс кинезу пока что на глобале не добавляют, но добавляют салу просто пассивку. Странно, зачем ему именно эта пассивка, но в любом случае разработчики решили так, пускай так оно и будет. Параллельно с этим у нас произойдет ребаланс Дурзы, Эйна, Назима и Комода. В принципе, ребалансы нужны, потому что Дурза, ну, достаточно своеобразный перс. Эйна никто не использует, и, возможно, ребаланс поможет его раскрыть в лучшую сторону. Назим, ну, тоже достаточно посредственный маг и волшебник, но я боюсь, что всем в любом случае придется его качать из-за следующей новости. Нам добавляют дополнительные этапы фракционных войн. Теперь их будет 12. Из-за закрытия всех, наконец-то, разработчики, получив калькулятор, могли посчитать, финальная награда в 2 сакрала за 275 очков будет теперь доступна абсолютно всем, кто закроет все фракционные войны. Видосы по фракционным войнам будут в скором будущем, пока я сильно в это не упарывался, потому что был слегка занят. Ну и следующая новость, о которой я уже говорил в прошлом видео. Разработчики собирались добавить шансы для получения легендарных магических кристаллов для апа навыков нашим персам. И внезапно в тайнах артефактов, ивент, на который закончился, и я закрыл буквально просто текущие очки, я увидел, что нам за 2250 очей, то есть там буквально, ну, заходов 50, дай бог, и то меньше, дают 2 осколка легендарных магических кристаллов. Чтобы собрать полный кристалл, нужно 30 осколков, соответственно, как минимум 15 подобных задач нужно выполнить. Но в фарме оно как бы параллельно будет идти, но опять-таки разбивка всего этого барахла именно на составные части, она слегка такая, ну, прям вот странненькая, потому что у нас теперь есть сакрал, который можно собирать из осколков, у нас есть корм, который мы можем собирать из осколков, 5,4 звезды, соответственно, и теперь добавляется еще и легендарный магический кристалл. Ну, главное, чтобы они древний миф на осколки не пустили, на самом деле. Ну и опять-таки, на первопроходческом сервере пропала доска объявлений, за которые мы могли получать какие-то наградки. В том числе, там же были у нас и осколки на сакралы. Ну и также ведут достижения за нанесение уже 50 тысяч крови по 4-му клан-боссу. Что, в принципе, наверное, уже для большинства актуально, потому что с таким внезапным, легким и, главное, эффективным стартом глобала многие киты на самом деле уже давно там набивают свой полтос с одного ключа. Это вам не первопроходческий сервак, где к этому на момент объединения серверов дошло там человек, дай бог, 5-10. Ну и сейчас как бы там, дай бог, человек 40, если набивают с ключа полтос, уже хорошо на всем сервере. Но в любом случае достижения ввели. И как бы уже пора бы вводить простые текущие достижения для тех, кто сильно не упарывается в это, чтобы разнообразить геймплей простых смертных. Ну а на этом все. Я надеюсь, что выпуск вам понравился, был интересным, а самое главное, информативным. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и, конечно же, мирного неба над головой. Также хочу напомнить, что периодически начинаем проводить достаточно большие, глобальные и интересные стримы, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и остаемся на связи. Всем удачи!